Всем привет! США и Европа, хапнувшие горе от введения антироссийских санкций, вовсю имитируют принятие мер во имя спасения нации. Но их безуспешные потуги сохранить локальный автопром больше напоминают клоунаду. Пожалуй, лишь Япония дольше всех из стран цивилизованного мира старалась не афишировать проблемы, вызванные созданием заградительных барьеров, на которые сама и напоролась. Видимо, молчать больше мочи нет. Довольно коротко, но емко высказался глава японского министерства экономики по автомобильной и торговой политике. Правительство тщательно следит за тем, как сильно окажет влияние санкции против России на внутреннюю политику Японии. Получается так, что азиаты наблюдают не за распадом нашей страны, а за тем, как загибается их собственная. Российская статистика показывает, что в условиях санкционного давления российская экономика по итогам прошлого года стала первой на всем европейском континенте, но верится в это с трудом. Наше правительство утверждает, что благодарить за это стоит быструю и довольно эффективную переориентацию импорта и экспорта. Они утверждают, что незаменимых не бывает. Между тем, в самой Японии из-за введения запрета на поставку сначала новых, а потом и поддержанных автомобилей в Россию, рынок ощутимо грохнулся. По информации Reuters, табу жестким образом отразилось на темпе роста объемов торговли, чей ежегодный оборот одной только бэушки оценивался минимум в 2 миллиарда американских долларов. Не досчитавшись всей увесистой суммы, японцы не только повысили внимание к влиянию санкций, но даже попытались принять кое-какие контрмеры. В частности, заставить игроков от автобизнеса искусственно снизить цены, а заодно и попытаться найти альтернативные рынки сбыта. Между тем, Россия довольно активно помогала Японии с реализацией машин. В досанкционные времена Toyota регулярно занимала у нас лидирующие позиции по продажам, причем сразу в нескольких сегментах, включая премиальные, где пустил свои корни Lexus. Уверенно чувствовал себя Nissan, а вслед за ним настойчиво катилась Mitsubishi и Mazda, стабильно попадая в топ-25 самых востребованных машин в России. Любопытная картина и на вторичке. Если в 2020 году доля наших потребителей составляла немногим меньше 15% всех экспортируемых из Японии машин с пробегом, то в начале 2022 на Российскую Федерацию пришлось уже более четверти от общего экспорта из страны восходящего солнца. Причем цены на поддержанные автомобили выросли минимум вдвое, и это еще до начала СВО и введения санкций коллективным Западом, включая запрет на поставку из Японии гибридов и моделей с ДВС объемом свыше 1,9 литра. Скажем больше, в прошлом году спрос на японскую бэушку вырос в 1,5 раза, даже невзирая на суровое повышение утилизационного сбора. Российскую таможню прошли более 230 тысяч поддержанных япошек, ввезенных физическими лицами. Однако сей факт не сильно помог таможенному бизнесу, который во взаимодействиях с Россией по оценкам экспортеров рухнул на 70%. Количество неликвидов возросло на 25%, а средний ценник на авто упал минимум на 10%. Впрочем, это не мешает японцам и дальше следить за эффектом влияния санкций, жадно кусая собственные локти. Кстати, в Японии в прошлом месяце продали на 21% меньше новых машин, что тоже можно связать с санкциями против России. А как считаете вы, россияне смогут без японских машин? Пишите в комментариях.